самом сердце величественных тибетских гор, где вечный снег и ледяные ветры создают завесу, скрывающую загадки древних времен, расположился заброшенный храм, о котором мало кто решается говорить вслух. Местные жители, с детства слышавшие ужасающие предания, твердо убеждены: нет более загадочного и опасного места. Они утверждают, что каждую ночь, когда луна освещает храм своим холодным светом, каменные статуи приходят в движение. Эти рассказы передаются из поколения в поколение, делая храм частью живой легенды, которую никто не осмеливается проверить. Наша экспедиция, вооруженная современным оборудованием и жаждой открытий, отправилась в путь, чтобы раскрыть тайну, окутывающую эти далекие просторы. Еще задолго до прибытия туман, словно живое существо, обволакивал наш маршрут, делая каждый шаг в неизведанную территорию настоящим испытанием. Каждое движение, каждый шорох в густой тишине усиливали ощущение таинственности. Что же скрывается за этими стенами, которые, по слухам, населяют мистические существа из камня? По мере приближения к храму среди утесов и скал начали вырисовываться едва заметные контуры древних строений. Каменные глыбы, которые служили подножием этому месту, казалось, излучали особую энергетику. Невольно закрадывалась мысль: что, если преданиям можно верить? Увидим ли мы действительно оживающих стражей? С каждым пройденным шагом ожидания и интерес возрастали, а совокупность таинственных историй ореола давности и мрака лишь подогревала азарт. Какие секреты скрывает храм, который, возможно, ждал своего часа веками? Среди жителей этой суровой местности легенды о храме передаются как настольная книга древних сказаний. Одна из самых популярных историй повествует о монахе, который однажды попытался разгадать тайну. Он исчез без следа, и говорят, что его душа затерялась среди каменных стражей, став их вечным пленником. Многие уверены, что именно его дух охраняет вход в храм, лишая смельчаков, пытающихся проникнуть внутрь, всякой надежды на возвращение. Но не только это пугающее предание тревожит умы местных жителей. Хорошо известна и другая история о таинственной ночи, когда статуи, окружившие храм, ожили, чтобы защитить его от неизвестных захватчиков. Повествуют, что в ту ночь они увидели, как огромные силуэты каменных воинов двигались на фоне лунного неба, пугая непрошенных гостей, которые навсегда исчезли из этих мест. Кто же были эти странные защитники и что заставило их ожить? Среди старожилов ходят слухи о странной музыкальной гармонии, время от времени слышимой на расстоянии от храма. Ее источник всегда был загадкой, но местные считают, что это мелодия, высекающая путь для тех, кто обладает смелостью и чистым сердцем. Как будто само каменное строение разговаривает с теми, кто готов его услышать. Эти истории, будоражащие воображение, заставляют сомневаться, но в то же время побуждают к поискам разгадки. Воспоминания о легендах будоражили наше воображение на пути к храму. Ожидание встречи с тайной, скрытой столетиями, стало главной целью нашего путешествия. И когда мы, наконец, оказались у подножия этого загадочного строения, все легенды и слухи, что мы слышали, казались больше, чем просто плодами народного творчества. Впереди нас ждало еще больше удивительных открытий, и каждая новая история приближала нас к пониманию того, что же на самом деле скрывает этот храм. Под покровом ночи, когда луна, подобно серебристому светильнику, нежно освещает древний храм, воздух становится наэлектризованным от ожидания. Мы находимся в непосредственной близости от таинственного строения, и напряжение в воздухе почти осязаемо. С каждым часом лунное свечение становится все более интенсивным, заставляя тени удлиняться и извиваться, как будто они сами оживают. Эти странные игры света и тени становятся предвестниками того, что, возможно, мы скоро станем свидетелями чуда. Когда наступила полночь, тишину разрезал внезапный скрежет, словно камень начал скользить по камню. Мы насторожились, всматриваясь в темноту, и заметили, как одна из статуй, стоявшая на краю площадки, постепенно начинает двигаться. Ее огромные каменные руки неспешно поднимаются, как будто приветствуя ночное небо. Это было невероятное зрелище, от которого по коже пробежали мурашки. Неужели легенды были правдивы? И вот, словно в синхронном танце, остальные статуи тоже начали оживать, двигаться, как будто исполняя древний ритуал. Наши сердца замирали от волнения и страха. Мы не могли отвести взгляд от происходящего, опасаясь упустить хоть мгновение этого загадочного явления. Каменные воины, возвышаясь над нами, как древние гиганты, перешептывались на давно забытой мелодии, которую разум не в силах был постичь. Но это было не все. По мере того, как движение статуй становилось все более уверенным, с их фигур начали светиться странные символы, напоминающие древние руны или знаки. Они мерцали мягким светом, обрамляющим каждую статую, и казались ключом к разгадке тайны, которую храм хранил веками. Какие секреты скрывают эти знаки? И что может означать этот древний ритуал? Возможно, разгадка уже близка, но предстоит еще найти смелость, чтобы узнать, что же на самом деле пробуждает этот каменный ансамбль.
Наши поиски древнего входа начались с первых лучей рассвета, когда ночная магия уступила место ясному свету дня. Несмотря на ясное утро, путь к храму оставался затруднительным. Густая растительность и каменные обломки усложняли наше продвижение. Мы разбились на группы, чтобы быстрее исследовать местность в поисках малейшего намека на тайную дверь или секретный проход. Интуитивное чувство подсказывало, что решение где-то рядом, и это чувство подогревало наше рвение. Внимательно исследуя стены храма, мы обратили внимание на необычные узоры, вырезанные прямо в камне. На первый взгляд они выглядели как случайная работа времени, но чем больше мы всматривались, тем яснее становилось, что это были символы с определенной целью. Местами заокругленные, местами резкие. Каждый знак говорил о непостижимой мудрости тех, кто когда-то создавал это место. Эти знаки могли быть ключом к загадке, но как их расшифровать? В какой-то момент наши поиски увенчались успехом. Один из членов команды заметил каменную плиту, отличавшуюся от других своим цветом и текстурой. Она казалась более гладкой, как будто кто-то полировал ее на протяжении веков. Мы тут же решили проверить, скрывает ли эта плита что-то под собой. Несколько человек принялись разбирать камни вокруг, чтобы попробовать сдвинуть плиту и выяснить, заведет ли она нас к долгожданному входу. С помощью нескольких деревянных рычагов и всей нашей сплоченной силы нам удалось поднять плиту, открыв взору темное пространство, которое, вероятно, вело вглубь храма. Сердца наши застучали быстрее. Это мог быть вход в то самое место, которое веками хранило свои секреты. Что же ждало нас дальше в этом мрачном и неизвестном подземелье? Впереди нас ожидала новая глава, полная открытий и загадок, которые только предстояло разгадать. Когда мы, наконец, вошли внутрь храма, глаза статуи привлекли наше внимание. Казалось, что они следят за каждым нашим движением, вызывая ощущение, будто мы не одни. При детальном осмотре мы заметили, что глаза этих каменных стражей изготовлены из драгоценных камней, сапфиров и изумрудов, которые мерцали в полумраке, отражая свет факелов. Это придавало им мистический вид, словно они действительно оживали. Но могли ли эти глаза видеть что-то больше, чем просто темноту и пыль веков? Пока мы двигались дальше, обнаружился удивительный факт. Каждая из статуй будто смотрела в определенную точку в храме, как если бы они охраняли нечто важное. Эту мысль подтверждали стертые, но все еще видимые линии в пыли на полу, проводящие от глаз каждой статуи к центральной части зала. Мы последовали взглядом каменных гигантов и оказались у массивной двери, затянутой паутиной времени, которую, видимо, они и охраняли. Среди найденных улик на полу мы также заметили необычно расположенные зеркала, которые, казалось, играли роль в загадке, простирающейся на целые века. Возможно, при определенном освещении они отражали свет, освещая тайный проход, о котором рассказывают легенды. Это открытие подстегивало наше воображение и заставляло задуматься. Возможно, именно собранный свет и открывает глаза статуй, позволяя им увидеть нечто запредельное. Осознав сложность этой головоломки, мы решились на эксперимент. Мы попытались воспроизвести древний ритуал, направив свет на зеркала, чтобы они отразили его к глазницам существ, оберегающих дверь. Это было сложное маневрирование, потребовавшее от нас точных действий и расчетов. Когда же свет наконец оказался направленным правильным образом, мы заметили, как глаза статуй просветлели, издавая слабый свет и словно пробуждаясь от векового сна. Было ли это сигналом к следующему шагу в разгадке великой тайны храма? На стенах храма мы обнаружили тайные символы, которыми были покрыты почти все его каменные поверхности. Эти знаки представляли собой сочетание древних рун и геометрических фигур, каждая из которых, как мы предположили, несла в себе особый смысл. Их сложная структура и взаимосвязь между собой вызывали у нас множество вопросов. В попытке разобраться мы начали внимательно изучать эти символы, чтобы понять их назначение и роль в великой загадке, сокрытой в толще камня. Среди найденных символов были такие, которых никто из нас прежде не видел. Казалось, они представляли собой своеобразный код, предназначенный только для тех, кто обладает нужными знаниями для его расшифровки. Пытаясь понять их значение, мы обратились к местным жителям, которые хоть и боялись храма, но оказались знающими много о его истории. По их словам, эти символы могли быть частью древнего ритуала или заклинания, проектировавшего магическую защиту или даже давшего статуям способность к движению. Продолжая исследовать храм, мы наткнулись на группу символов, которые отличались от других своей яркостью и четкостью. Они были расположены таким образом, что их можно было прочитать как последовательность, но только при определенных условиях освещения. Это открытие навело нас на мысль, что храм не просто место покоя, а механизм, поддерживающий некую энергию, возможно, связанную с легендарными оживающими статуями. Помимо этого, в одном из помещений мы нашли старинный манускрипт, в котором были описаны эти символы и их возможные значения. Пораженные находкой, мы попытались сверить символы с описаниями, пытаясь восстановить последовательность действий и разгадать тайну храма. Возможно, именно эти знания помогли
помогут нам понять, что заставляет статуи оживать и что за силы скрываются за этой загадкой. С каждым шагом мы приближались к разгадке, и теперь нам оставалось только разобраться в этом сложном механизме, чтобы проникнуть дальше в глубины храма и раскрыть его тайну до конца. Когда наши шаги затихли в глубинах храма, окружили странные звуки, превратившие тишину в насторожный шепот. Казалось, что стены ожили, скрывая в себе нечто более могущественное, чем мы могли представить. Поначалу это были едва слышные звуки, словно шорох легкого ветерка, пронизывающего через древние каменные щели. Однако, чем дальше мы продвигались, тем отчетливее они становились. Странные переливы мелодий, таинственно отражающихся от мрачных стен. Эти звуки не были пугающими, но несли в себе что-то завораживающее, как будто приглашая нас следовать за ними. По мере того, как мы двигались вперед, они становились все более отчетливыми, напоминая нам о древней гармонии, в которой скрывались древние тайны. Что-то в этих звуках пробуждало в нас необъяснимое чувство, будто храм пытался общаться, рассказывая свою историю тем, кто готов ее услышать. Неожиданно в глубине коридора мы услышали глухой стук, за которым последовал звук камня, трущегося о камень. Этот резкий контраст с предыдущим мягким звуковым фоном заставил нас насторожиться. Дрожь прошла по воздуху. Возможно, это было предупреждение о близком открытии или перемене, которая вот-вот должна была произойти. По мере продвижения вглубь, звуки усиливались, словно пытались обратить наше внимание на нечто важное, на то, что скрыто в темноте. За каждым поворотом, за каждой колонной, казалось, ждал новый сюрприз. Мы старались сохранять спокойствие, полагаясь на наш опыт и интуицию, но чувство таинственного присутствия не оставляло нас ни на мгновение. Эти внезапные шумы и мелодии могли быть частью сложной системы, созданной веками ранее, чтобы защищать храм и его ценности от непрошенных гостей. Они могли быть попыткой древних мастеров передать знания или предостережения, оставшиеся в наследство потомкам. Стремясь разгадать все это, мы приступили к более тщательному исследованию, чтобы понять, что же скрывается за этой загадочной музыкой и какие тайны и открытия ждут нас впереди. Продвигаясь глубже в храм, наши шаги привели к обнаружению сложной системы скрытых проходов, которые больше походили на лабиринт. Одна из стен неожиданно оказалась подвижнее, сдвигающейся при надавливании. За ней открылся тайный коридор, узкий и извилистый, как змея, ведущая в самую темную часть храма. Волнуясь и полной решимости, мы решили следовать этим древним путям, в надежде, что они приведут нас к истине, скрытой веками. Проход был низким и узким, требующим осторожности на каждом шагу. Этот коридор, казалось, использовался очень давно, возможно, как тайный путь для жрецов или же для того, чтобы скрывать сокровища. На его стенах были заметны символы. Не те, что мы видели раньше, а более детализированные и сложные. Каждый из них казался частью какой-то загадочной головоломки, возможно, забывшейся во времени. Вдоль прохода находилось несколько ниш, в некоторых из которых были обнаружены необычные предметы. Старинные сосуды, покрытые пылью, и осколки, возможно, некогда служившие частью древней утвари. В одной из ниш мы нашли кристалл, светящийся в темноте мягким зеленоватым светом. Его происхождение было неизвестным, и он вызывал чувство скрытой силы. Возможно, его использовали в ритуалах, связанных с оживающими статуями. Далее путь привел нас к развилке, где мы остановились в размышлениях, какое из направлений выбрать. Каждый из путем был покрыт паутиной времени, напоминая о том, что никто не ходил здесь столетиями. Мы приняли решение двигаться направо, выбирая маршрут, ведущий вглубь храма, надеясь, что он откроет перед нами новые тайны и разгадку механизма, пробудившего каменных стражей. С каждым шагом мы приближались к разгадке, которая могла изменить наше представление о храме и его мистической силе. Внутри храма, в холодной тишине, наше внимание привлекало мощное ощущение энергетического поля, словно невидимые силы окружали нас со всех сторон. Это чувство не покидало нас с того момента, как мы вошли, и становилось все более ощутимым по мере нашего продвижения вглубь. Стены, покрытые древними символами, казалось, испускали легкое свечение. Мы чувствовали, что эти силы были не просто легендами, а реальной силой, которая присутствовала здесь на протяжении веков. Когда мы приблизились к центральной части храма, перед нами открылось совершенно необычное зрелище. В центре зала, окруженная каменными статуями, находилась массивная кристаллическая структура, которая испускала слабый, но ощутимый свет. Это световое излучение было настолько необычным, что казалось, будто оно пробуждало сам камень. Возможно, это и были те самые загадочные силы, которые, по легенде, оживляли статуи. Внимательно изучая кристалл, мы заметили, что его поверхность покрыта незнакомыми символами, и каждый из них светился в такт с пульсацией света. Было ясно, что это устройство несло в себе какую-то древнюю технологию, возможно, недоступную нашему пониманию.
вниманию. По мере того, как мы приближались, свет кристалла усиливался, и звук, напоминающий тихий звон, заполнил пространство. Это было невероятное сочетание света и звука, которое, казалось, взаимодействовало с камнем, пробуждая его к жизни. Один из наших экспертов по древним культурам сделал предположение, что этот кристалл мог быть своего рода генератором, использующим природную энергию для пробуждения статуй. С когда-то неизвестными механизмами, спрятанными в недрах храма, эта структура могла вызывать движение камня посредством световых и звуковых волн. Это объясняло внезапное оживление статуй под лунным светом и, возможно, было частью ритуала, сохранившегося в памяти каменных стражей. Наши открытия означали невероятный прорыв в понимании древних технологий. Но истинная сущность этой силы оставалась загадкой. Она не поддавалась рациональному объяснению и, возможно, навсегда останется тайной, хранимой в сердцах величественных тибетских гор. Но после всех наших усилий, когда мы дошли до центральной части храма, словно навстречу нам открылась завеса величайшей тайны. Перед нами предстала картина такой невообразимой древности, что можно было почувствовать, как история буквально пульсирует в воздухе. В центре зала возвышалась гигантская кристаллическая структура, которая мягко светилась, заполняя помещение невообразимо древним светом. Этот свет плясал на стенах и, казалось, вливал в каменные статуи жизнь. Стало очевидно, что именно этот кристалл был источником силы, оживляющей стражей, о которых говорили легенды. Мы сосредоточились на изучении этого кристалла и заметили, что его поверхность изобиловала таинственными символами. Каждый из них светился в такт странной пульсации, будто повторяя какое-то древнее заклинание. Наши ученые предположили, что эта структура могла использовать энергию природы, чтобы пробуждать статуи и запускать древний механизм. Возможно, это был своего рода генератор, однажды созданный, чтобы поддерживать таинственные силы храма. По мере приближения к кристаллу мы ощутили, как его свет становится ярче, а в воздухе зазвучал мелодичный звон. Этот звук и свет буквально пробудили хранившиеся в камне силы, заставив нас поразиться невероятным возможностям древних строителей. Возможно, именно эта загадочная технология была ответом на вопрос, почему статуи двигались, когда другие элементы оставались неподвижными. Мы также обнаружили, что свет кристалла усиливался под воздействием нашего движения, как будто отвечая на наше присутствие. Наши предположения подтвердились. Кристалл действительно обладал способностью влиять на статуи, используя световые и звуковые волны. Это открытие дало нам новое понимание древних технологий и показало, как глубокие и сложные знания утеряны временем. Но как бы прекрасны ни были эти открытия, мы понимали, что истинная природа этой силы остается для нас загадкой. Возможно, она была создана для защиты или поклонения, и ее секреты останутся скрытыми. Мы покидали храм с чувством благоговения и удивления, зная, что стали свидетелями того, что не дано было увидеть многим. В наш мир мы возвращались с осознанием огромного потенциала и таинственной силы этой древнейшему святыне.